Всем привет! Давно не виделись, потому что на данный момент это самая сложная серия, так как в ней будет куча проводов и электроники, а также за кадром куча сгоревших плат и дыма. В этой серии буду паять автоматику для дверей, а также заниматься настройкой и отладкой электроники. Это и многое другое заняло у меня львиную часть времени, а также много сил и нервов. Сейчас я расскажу все по порядку. Для начала нужно закрепить шаговый двигатель на приготовленной для него заранее площадке. Для его вала в площадке сделал отверстие с помощью коронки. Взял самый мощный в таком форм-факторе двигатель с неплохим моментом, так как пока неизвестен окончательный вес двери. На рамке двери будет находиться зубчатая рейка. С помощью уголков прикрепил ее под шестеренкой шагового двигателя. Пока занимаясь дверьми, было бы неплохо параллельно сделать лобовое стекло. Для этого обратился в специальные организации. Из 5 представленных в моем регионе согласились сделать такое сложное стекло только одна, так как всех очень уж смущал верхний сложный вырез. Чтобы хоть как-то сэкономить на таком недешевом удовольствии, замер сделал сам. Сварил по периметру проема металлическую рамку, по которой мне и будут делать лобовое стекло. После сварки отвез каркас на производство и стал ждать лобовое стекло, параллельно занимаясь автоматической дверью. Чтобы проверить ранее установленный двигатель, подключил его к драйверу. Питанием пока что послужит лабораторный блок. Скорость поставил небольшую, для проверки соединения зубчатой рейки и шестеренки. Неплохой момент показывает шаговый двигатель, на такой скорости руками его не остановишь, а значит и с весом двери должен справиться. После удачной проверки собрал макет всей электроники двери. Он состоит из линейного привода, который будет выталкивать дверь из проема, концевиков, которые нужны, чтобы микроконтроллер понимал, в каком положении находится дверь. Мозгами будет служить плата Arduino с модулем реле для переплюсовки контактов актуатора. Также есть драйвер для шагового двигателя, который вы уже видели. Ну и сам двигатель с концевиками. Питание пока будет идти от блока и аккумулятора. При нажатии кнопки запускается актуатор, доходит до концевика и от него идет сигнал на микроконтроллер запустить шаговый двигатель. Двигатель запускается, и дверь отъезжает, пока не упрется в концевик. Для закрытия двери нужно также нажать на кнопку, и алгоритм пойдет в обратном порядке. Выглядит все очень просто, но чтобы все это отстроить, ушла не одна неделя, и это еще не законченный вариант. Теперь остается все это перенести на дверь. Начал с концевиков, они уже будут гораздо больше и надежнее, но все равно к ним остаются вопросы, так как не всегда они могут сработать. В будущем хочу поставить профессиональные концевики для ЧПУ станка. Приварил площадки и прикрутил к ним 2 концевых выключателя – открытие и закрытие двери. Остальные 2 концевика прикрутил к уголку, они будут отвечать за актуатор. Прикрутил к ним провода и зафиксировал их к деталям с помощью стяжек. Подключился к макету и попробовал открыть дверь. Пока для проверки выставлена минимальная скорость. Заработало, конечно, все не с первого раза, но после настройки концевиков и доводки скетча для Arduino удалось добиться стабильной работы. Сейчас все работает от портовой 12-вольтовой сети. Решил ускорить актуатор, подняв напряжение до 20 вольт. Открывается намного живее. Но стала проявляться нестабильная работа всего механизма. Это вызвано, скорее всего, из-за этого комка проводов. 90% неполадок в электронике как раз таки возникает поэтому. Так как плюс-минус все это работает, решил сделать все аккуратно и раскидать платы по коробкам, а также сделать какой-никакой кабель-менеджмент. Корпуса решил сделать сам, они будут изготовлены из алюминия, который остался у меня от каркасного велосипеда. Скреплять детали между собой буду с помощью винтов.
Одна коробка готова, она будет использоваться под плату Arduino и релейный модуль. Чтобы запитать плату и подключить к ней концевики, будут использоваться такие разъемы, которые будут находиться на стенках коробки. Для питания всей системы и двух драйверов сделал отдельную коробку. Чтобы ускорить процесс изготовления, углы заварил и обработал лепестковым кругом. Так как в ней будут находиться платы, которым нужен отвод тепла, сделал на дне радиатора из уголка. И это оказалось в конечном итоге лишним, так как большая площадь дна и так хорошо отводит тепло, но на тот момент решил перестраховаться. Компоновка силовой коробки будет такая: по центру будет находиться два драйвера, а по правую и левую сторону будут прикручены по два повышающих преобразователя для питания линейного привода и шагового двигателя. Стандартный радиатор драйвера уже не нужен, так как алюминиевый корпус будет и так хорошо отводить тепло. Пока все собирал без термопасты, не хочется все ей замазать, если что-то не заработает. Чтобы не запутаться, взял разноцветные провода, и теперь осталось только все спаять. Силовая коробка готова. Пины платы Arduino припаивал, так не доверяю гибким перемычкам. Также спаял штекеры и использовал оставшийся у меня после конструирования ЧПУ станка экранированный кабель. Подключил все провода и проверил работу блоков. Что-то пошло не так, почему-то не работал один преобразователь питания, выдавал всего 10 вольт вместо 24 положенных. Подумал, что он не справляется с линейным приводом, замерил потребление актуатора на лабораторном блоке. Потребление составило всего 2 ампера, что в 4 раза меньше мощности преобразователя. Подключил другой преобразователь и все заработало, попалась бракованная плата. Пока аккуратное размещение электроники пошло на пользу, все работает более чем стабильно. Осталось ускорить шаговый двигатель. Поменял положение свечей, изменив тем самым микрошаг. Получилось достаточно быстрое открытие и закрытие двери, около 7 секунд в одну сторону. Можно ускорить до 5 секунд, но механика будет нести повышенные нагрузки. Далее прикрутил полотно двери и попробовал с ним. Со временем дверная накладка превратится в полноценную дверь и перестанет трястись при остановке механизма. Не знаю как вам, но меня вполне устраивает такая скорость. На ЧПУ станке стал вырезать карты дверей из пенопласта. А пока ЧПУ станок трудится, можно примерить на свое место изготовленное на заказ лобовое стекло по технологии триплекс. Из-за нестандартного выреза сверху с ним нужно обращаться очень аккуратно. Для экономии средств я пока не стал делать черную окантовку по краям. После окончательной примерки это можно сделать на производстве или самим изнутри затонировать черной пленкой. Подошло на свое место как заводское. Есть моменты, где нужно подпилить кузов, но это уже я сам попросил на всякий случай сделать на пару миллиметров больше.
От греха подальше убрал стекло в сторону, так как уже привык класть тяжелые предметы через проем на торпеду. Обидно будет расколоть такое эксклюзивное лобовое стекло. Решил делать неполную карту, вырезал только самый сложный элемент. Пока не знаю, делать ли из нее матрицу или обклеить стеклопластиком и прошпаклевать. Проклеил алюминиевым скотчем и нанес на эту деталь стекломат со смолой. Слишком много мелких элементов, скорее всего сделаю из нее матрицу. Пока пусть сохнет, а я займусь еще одним элементом дверного механизма, а именно защитным ограждением. Оно нужно, чтобы рукав случайно не закусил подвижный механизм двери. На трубе защиты слишком много изгибов в разных направлениях, и я решил сделать ее из разных элементов труб. Сварил элементы между собой и прикинул деталь в дверной проем. Видать, в будущем жизнь не сахар, так как скорее всего об эту трубу будет разбит не один локоть, но будем надеяться на лучшее. Шарнир выточил на токарном станке, он будет напоминать петлю для ворот и будет находиться в горизонтальной плоскости. Для проверки приварил его пока на трубу, так как неизвестна высота порога. Поднимать и опускать защитное ограждение будет линейный привод. Подключил его к реле актуатора двери. На нем 24 вольта, и ограждение поднимается слишком высоко, нужно ограничить напряжение. Но так как идет переплюсовка, единственным вариантом будет поставить еще два реле. Вернул взад четырехканальный модуль и подал на актуатор защиты портовые 12 вольт. Также соединил в параллель два реле от одного пина Arduino, чтобы актуаторы работали в паре. Обмануть систему не вышло, от одного пина Arduino не получилось запитать два канала реле, нужно прописывать в скетч дополнительные пины, иначе электроника глючит и работает неправильно. Один раз мне все-таки удалось припарковать дверь, и защита от 12 вольт поднялась на нужную высоту. Ладно, с этим разобрались. Теперь нужно проверить, насколько в будущем люди себя не любили, что делали такую неудобную посадку. Пока подключил все на 24 вольта и попробовал сесть в кабину. Садиться по-прежнему не очень удобно, но попав в салон и нажав на кнопку закрытия, ощущение нивелирует предыдущие недостатки. Очень футуристично выглядит все вокруг, а много движущихся элементов добавляют шарма. Кстати, довольно-таки удобной оказалась труба, она вовсе не мешает, если ее обшить мягким материалом, получится удобный подлокотник. И при вылезании из авто она опускается на достаточную высоту, чтобы на нее опереться задом и вылезти. В общем, я доволен проделанной работой. Много, конечно, элементов пришлось поменять, так как они сгорели при настройке или из-за глупых ошибок, но я все-таки добился стабильной работы всех компонентов системы. Всем спасибо за внимание, если вам понравилось, поставьте большой палец вверх. Если хотите поддержать материальный канал, ссылки оставлю в описании. Всем спасибо, увидимся в следующем видео.